Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Кость Бондаренко, как всегда, по средам, прямой эфир. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Константин Петрович, у вас спина белая. Да. Вот сегодня некоторые мои друзья задавались вопросом, корректно ли подобного рода шутки, например, в Африке или же в некоторых штатах Соединенных Штатов. Ну, знаете, в наших, как говорится, подсанкционных кругах лишь бы не зеленая. Знаете, вот тоже Конечно. это самое главное. Друзья, спасибо большое, что поддерживаете. Ворваться в разговор можно несколькими способами. Ну, во-первых, да, оставляйте свои вопросы в закрытом клубе зрителей «Шелест» в Телеграм-канале. В сообществе YouTube абсолютно открыто, заблаговременно уже собираются ваши вопросы. Будем с ними работать. Точно так же чат трансляции. Вот просто милости просим. В конце досмотрите до конца и вот сразу не пишите, лучше проголосуйте в вопросе, ну а потом, да, как говорится, в общем, задайте свой вопрос. QR-код, если работает сервис, возможность на экран его вывести, никого не дожидаясь, и канал поддержать. Всех приглашаю на телеграм-канал Костя Бондаренко, а также на его YouTube-страничку. Интересуйтесь свежими новостями о Джокере и свежими курсами образовательными. Очень интересно, познавательно и примечательно, что вы, уважаемая аудитория, уделяете этому время в это, казалось бы, такой, ну, просто сумасбродный период, да, в мире вообще, не то, что там в мире, а все равно люди находят себе силы, возможности, время для того, чтобы образовываться. Поэтому давайте, как бы, учиться, если чему-то и учиться, то учиться у лучших. Константин Петрович, начнем мы наш сегодняшний эфир с вопроса. Кто на кого давит больше? Вводный вопрос вообще в принципе нашего сегодняшнего разговора, потому что мы от Зеленского слышим вот эти вот метания. Трамп мечется от одного полюса к другому, Зеленский от одного к другому. Вроде такое мнение, сейчас иное. Зеленский говорит, Иран, надо его, короче, прищучить. Потом говорит, не, надо срочно заканчивать. Зеленский говорит, это на меня давит США. Потом говорит, Россия давит на США. То есть это как матрешка давления. Ну, в общем, давайте разбираться. Кто на кого давит больше? Варианты. Опять-таки, вариантов может быть много. Но вот выберите из тех, кто которые нравятся, те, которые я предложил. США давит на Украину. Россия на США. США на Европу. Украина на Европу. Чье давление больше? Как вы оцените? Проголосуйте, пожалуйста, и в конце подведем итоги. Давайте с этого начнем. По-моему, сейчас это очень принципиальный вопрос, кто на кого давит. Европа, ну, скажем так, еще был бы, наверное, уместен один вопрос. Вот это давит ли Европа на Украину? Это только в ньютоновой физике действие равно противодействию. Да? Третий, кажется, закон Ньютона. Да? Вот. Что касается этой ситуации, здесь большое количество участников, большое количество игроков, и давление происходит, скажем так, по кругу. Пока что не давит Россия. Россия говорит о том, что нам спешить некуда. Вот мы все, что хотели сказать, мы сказали в Анкоридже, на Аляске, летом прошлого года. Наша позиция не поменялась, а вы там себе договариваетесь. Вот. Вы себе там договоритесь, потом, когда будете готовы, мы тогда вернемся к переговорному процессу. Соединенные Штаты, естественно, давят на Зеленского. Мол, давай, решай. Вот. Зеленский начинает противиться и говорить о том, что есть еще порох в пороховницах, и мы будем дальше продолжать сражаться, тем более, что на него давит еще и Европа. Европа давит на Зеленского и говорит воевать до последнего и так далее. Вот, соответственно, воюйте хотя бы еще год, два, полтора, но воюйте. В Европе это очень важно, чтобы вы воевали. Зеленский считает, что Европа для него является более предпочтительным партнером, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты давят на Европу, соответственно, это ваш Зеленский, и вы на него должны повлиять. Соответственно, вот такое вот круговое давление происходит. А что касается России, Россия передала по своим каналам Соединенным Штатам, что ее предложение относительно того, что война будет завершена именно в Ориджи, то есть Украина уступает
полностью территорию Донбасса выводит из Донецкой и Луганской областей свои войска. Соответственно, Россия останавливается по линии боестолкновения в Запорожской и в Херсонской областях и так далее. Это будет действовать до конца весны, то есть до конца мая. Условно говоря, есть еще 2 месяца, вы можете себе думать. Вот, мы будем продолжать боевые действия все это время. Что касается Киева. Киев считает, что Россия блефует, что Россия не сможет ничего предпринять дальнейшего. Федоров, министр обороны, обещал Зеленскому, что он такую сейчас установит линию обороны, что вообще ни один русский не пройдет дальше, чем он прошел уже. Зеленский понимает, что у него есть не больше 1 месяца, 1,5 месяца для того, чтобы посмотреть, насколько эффективными будут действия России в данное время. Но Россия предупредила, что если только до 1 июня или до 31 мая не будут выполнены эти требования, то, соответственно, Россия меняет свою концепцию, и Россия ставит более высокие цены, высокие планки. То есть она будет претендовать на Харьков, она будет претендовать на Днепр, она будет претендовать на всю территорию Запорожской, Херсонской областей, а также на Николаевскую и Одесскую области. Вот. Соединенные Штаты это понимают и понимают, что здесь нет никакого блефа. Соединенные Штаты передали Украине, что Украина должна согласиться на те условия, которые выставлялись еще в Анкоридже. Вот. Зеленский единственное, что смог пока предложить в обмен российской стороне, это то, что он предложил по своим каналам, что давайте прекратим удары по энергетическим объектам. Вы прекращаете, Россия прекращает по украинским энергетическим объектам удары и объектам инфраструктуры. Украина в обмен берет на себя обязательство прекратить удары по предприятиям энергетического нефтегазового комплекса и по портам в России. Вот. Пока что Россия не ответила на это предложение. Угу. Что за игры с перемирием на Пасху? Это кому в копилку? Потому что, извините, но до конца непонятно. Вот правда непонятно. Зачем России сейчас это перемирие? Почему так загодя говорит об этом Зеленский? Понятно, что он пытается стать первым, то есть первым предложить, потому что в прошлом году, ровно год назад, его прям макнули в это перемирие, и очень крепко макнули. Но тут же аргументы, слушайте, все же не совсем розовые пони и рыбки-гуппи, есть еще какая-то память. Мы помним, как со скрипом оно продвигалось, но тогда, я помню, Бахмут, вот эта тишина в Бахмуте показывали с той стороны, Одесса, люди выходили на пляжи, Пасха, светили куличи, Пасхи, вот это вот. И как-то выдохнули все вот эти, пару дней, хотя там какие-то были провокации, и Киев тогда был против, говорил, что Россия воспользуется, передислоцируется, и будет, это ей выгодно. А сейчас тогда кому выгодно? Раз Зеленский говорит, что, да успокойтесь, за 3 дня никто ничего существенного не изменит. Видите ли, в данной ситуации вопрос стоит в том, кто является инициатором перемирия. Я думаю, что Россия сама думала о том, чтобы предложить подобного рода жест доброй воли, как это обычно Путин предлагает. В данной ситуации, если в России посчитают, что надо перехватить инициативу у Зеленского, Путин может сказать: наш жест доброй воли. Мы прекращаем. Про инициативу Зеленского он даже не вспомнит. Но пока что, судя по тем заявлениям, которые поступают из Москвы, Россия не собирается устанавливать пасхальное перемирие. Зачем это Зеленскому? В очередной раз показать, что Россия не готова. Показать, что он не такой адепт войны, не такой кровожадный, как его сейчас пытаются представить. Будет перемирие, как вы думаете? Я думаю, что по умолчанию, возможно, в воскресенье 12 апреля не будет обстрелов серьезных. Я думаю, что все-таки светлый праздник, он все-таки праздник и для русских, и для украинцев. И хочется верить в то, что что-то человеческое все-таки в двух народах осталось до сих пор. Тут сложно, потому что
Там... Я знаю, что сейчас мне будут писать, что вот, это Украина полностью расчеловечилась и так далее. Нет, извините, пожалуйста, война расчеловечила очень многих. Война расчеловечила. Я думаю, что все-таки необходимо принять во внимание, что оставаться людьми необходимо в любой ситуации. Ну, опять-таки, по поводу празднования, смотрите, тут тоже как бы такие моменты, и мне пишут, и все, тут же очень важно, а какую Пасху имеет в виду Зеленский? Есть католическая, которая уже вот-вот. Да, нет, католическая. Это Пасха, греко-католики, православные, причем всех конфессий в Украине, они признают именно Восточную Пасхалию. Вот это здесь в данной ситуации как раз вот эти переносы праздников, которые, как говорят в народе, в числе, вот, которые ежегодно в одно и то же время празднуются, не касается Пасхи. Вот. Православные, греко-католики, православные всех патриархатов, всех конфессий, они будут праздновать 12 апреля. Ну, то есть понятно, что это идет речь не о католической Пасхе, да? Но, нет, именно. Но американцам на католическую бы перемирие добиться. Нет, но американцы тоже понимают определенную специфику, они понимают, когда кто празднует. Да, католическая, протестантская Пасха, да, в принципе, будет праздноваться на неделю раньше. Да, так что это да. Но речь сейчас идет именно о православной Пасхе. Может ли это перемирие перерасти в мир? Сомневаюсь, потому что стороны на сегодняшний день не достигли своих результатов в войне. Поэтому данное перемирие, если оно состоится, оно будет краткосрочным, оно не будет длиться даже 3 дня. Я думаю, что оно продлится максимум день. Это максимум, это если только согласятся. И дальше действия возобновятся по той причине, что стороны сегодня не готовы к миру. Угу. Ситуация на передовой. Вообще, как бы, такая достаточно зловещая тишина. Мало кто говорит о каких-то продвижениях и успехах. Просто бомбят Славянск-Краматорск капитально, наносятся удары по тылам, и вот уже опять мы видим, как средь бела дня применяют ту же тактику. И не сказать, что безуспешно, вот же в чем вопрос. Применяют ту же тактику ударами, дронами россияне, запускают по западной Украине, ну вообще, в принципе, по всей Украине, но вот с упором на западную часть Украины. И вот Зеленский выходит, мы предложили перемирие на Пасху, они по нам дронами. Ну вот как бы, да, ставит на вид, как бы подыгрывает политически, да, вот на руку Зеленскому. Куда война идет, как вам кажется? И она просто продолжается. Скажем так, она продолжается, война. Было бы странно, если бы в условиях войны не было бы бомбардировок. Было бы странно. Это первый момент. Второй момент. Обе стороны сегодня бомбят друг друга. И третий момент – это то, что, естественно, что Зеленский использует любой повод в пропагандистских целях. Вот, условно говоря, по принципу «а нас за что?». Угу. Очень знаковым был сегодня момент, эпизод. Лукашенко отправился к военным, к своим. И, ну, давайте как бы послушаем, посмотрим короткий отрывок. Ему там говорят, что типа вот мирное время. Как бы мирное, да не мирное. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся. Готовится к войне Лукашенко. Готовится. К какой войне готовится Лукашенко? Смотрите, я скажем так, сам Лукашенко исходит из того,
что сейчас война стала данностью в нынешнее время. Мы живем в условиях, когда значительная часть государств на планете воюют, находятся в состоянии войны. Либо же в состоянии необъявленной войны, либо же объявленной, но все равно значительная часть сегодня воюет. И понятное дело, что ни одна страна не остается безучастной в этих войнах. В той или иной степени она втягивается в конфликт. Кто-то чувствует на себе последствия, кто-то там использует это как часть своей экономической стратегии, кто-то непосредственно принимает участие, страдает и так далее. Вот. И Лукашенко исходит из того, что существует вот эта уже данность. Второй момент – это то, что Беларусь находится сегодня под особым прицелом. В Беларуси на сегодняшний день находятся военные базы России. Как минимум 3 военных базы. На территории Беларуси размещено российское ядерное оружие и ракеты новейшие. Беларусь сегодня находится в конфликте, холодном конфликте, слава богу, со своими соседями, государствами НАТО. В НАТО неприкрыто готовят различные планы относительно Беларуси, относительно свержения режима Лукашенко и относительно возможного участия государств НАТО в определенных операциях на территории Беларуси. Беларусь является членом союзного государства. Россия воюет в данной ситуации сегодня, и Беларусь в любой момент балансирует, в принципе, на протяжении нескольких лет над тем, ну, скажем, в той ситуации, когда может в любой момент вступить тоже в боевые действия. Любые действия и агрессия относительно Беларуси Российская Федерация будет восприниматься как агрессия против Российской Федерации. Об этом еще в позапрошлом году заявил Владимир Путин. Так что понятное дело, что Беларусь проверяет свои вооруженные силы. Кстати, скажем так, многие недооценивают военный потенциал Беларуси, но он намного выше, чем суммарный военный потенциал прибалтийских государств. Вот, так что государств Балтии. И в этой ситуации у Беларуси очень серьезные десантно-штурмовые войска, спецназ и так далее. То есть это все есть. Беларусь производит собственное оружие, например, полонезы свои там и прочее. Вот, то есть в этой ситуации Беларусь не стоит недооценивать как фактор. Вы говорите НАТО. А что такое НАТО? Вот буквально во время нашего эфира приходят новости. Значит, товарищ Уитакер, представитель США, да, при НАТО, постпред, говорит о том, что Трамп пересматривает все, что связано с НАТО, включая поддержки Украины прямо сейчас. Сам Трамп немножко раньше, тоже сегодня вечером заявил о том, что он абсолютно точно рассматривает возможность выхода из НАТО. Цитирую, абсолютно без вопросов. А вы бы на моем месте не рассматривали? И может ли Трамп действительно вывести США из НАТО, анализировал сегодня Sky News. Ну, там как-то так очень интересно. Согласно 13 статье договора НАТО, любая страна, которая хочет попрощаться, может сделать это через год после подачи уведомления о денонсации договора. Ну и сообщение должно быть подано правительству США, поэтому непонятно, как это будет работать. Получается, сами у себя будут отпрашиваться на выход. И закон предусматривает в США, кстати, что ни один президент не может принять решение о выходе Альянса без Конгресса. Пустопорожняя вот эта болтовня и нагнетание страхов, или что-то есть такие за вот этим бунтом против Трампа, закрытием воздушного пространства, вот этими всеми демаршами, которые устроили европейские члены НАТО против главного? Ну, смотрите, формально без Конгресса Трамп не сможет вывести Соединенные Штаты из НАТО. Но прекратить сотрудничество с НАТО на год, 2,5, он абсолютно может, вот, поставив на паузу все. А дальше там, например, приходит Венс, вот, и дальше продолжает ту же политику. К примеру, пока что за годы существования НАТО, за все 77 лет, да, уже существования НАТО, да, вот, если не ошибаюсь, 10 апреля будет 77 лет. Так вот, за все это время только одно государство
выходила из военно-политического блока НАТО, из военного блока НАТО, оставаясь в политическом, это Франция в 1966 году. В 90-е годы она вернулась обратно. Это был единственный случай. Сейчас Соединенные Штаты ставят под сомнение существование НАТО. Зачем? Этим вопросом, кстати, задавались еще и в 90-е, нулевые годы, те же Соединенные Штаты. В свое время Буш-младший предлагал превратить НАТО, трансформировать НАТО из оборонного военно-политического союза в энергетический. У него была такая идея. Потом, когда начались события 2008 года в Грузии, решили, что все-таки нет, НАТО необходимо сохранить как военно-политический альянс. Что касается нынешней ситуации, Соединенные Штаты после прихода Трампа, они очень серьезно подняли вопрос о том, что государства НАТО должны перестать использовать Соединенные Штаты как донора. Да, конечно, было очень удобно на протяжении всех этих 70 с лишним лет, что когда Соединенные Штаты просто поддерживали, кормили и выступали в роли зонтика над европейскими государствами. Мол, если любое европейское государство станет объектом агрессии, Соединенные Штаты тут же включаются как одно из государств НАТО. Подразумевалось, что все государства, согласно 5 статье, будут воспринимать этот акт агрессии против одного из них как коллективный, как акт агрессии против всего блока. Но все понимали, что это в первую очередь касается именно Соединенных Штатов. Соединенные Штаты больше всех выделяли денег на содержание НАТО. И Трамп еще во время первой своей каденции задал вопрос, а точно ли мы должны кормить нахлебников? Справедливости ради скажу так, что это не просто блажь Трампа, но в свое время, если не ошибаюсь, в Мексике, если не ошибаюсь, в Лос-Аламосе была встреча, был один из саммитов НАТО, на котором был первый конфликт между государствами НАТО и европейскими государствами НАТО и Соединенными Штатами. Это было во времена Обамы. Вот это был первый, можно сказать, конфликт. Дальше уже Трамп фактически начал усугублять эту конфликтную ситуацию. И сейчас европейцы могут оказаться в ситуации, когда Соединенные Штаты скажут, а теперь сами. Теперь давайте сами. Вот. А мы просто отмываем руки. И я понимаю, что в Соединенных Штатах очень многие, даже противники Трампа, воспримут эту позицию достаточно положительно. Смотрите, вот эта история с атакой на Усть-Лугу, Ленинградскую область, это ведь конкретное испытание сейчас. Оно, с одной стороны, как бы проверяет Россию, ну, чтобы та сорвалась и наломала дров. С другой стороны, они как бы показывают, что Трамп, мол, ты никуда не денешься, заявлять можешь, что хочешь, но мы как бы под твоим зонтиком, да, поэтому это тоже испытание и для Трампа, и для Путина. И вот так вот, если посмотреть, разобраться в этой ситуации, Россия ничего не отвечает, да? Ну, понятно, там они как бы говорят, заявляют, но имеется в виду в военном смысле будут разбираться, в общем, военные. С другой стороны, многие говорят, из тех, которые критикуют Кремль, что, мол, вот слабаки, там, дух Анкориджа, туда-сюда. Но тут же совершенно другая задача, военная задача. То есть нужно не просто что-то сделать в ответ против там, стран Балтии. Я сейчас беру и наземную операцию вариант, и вариант ударов ракетных, да? Но нужно же подготовиться и следующий ход, например, противника оценить. Ну вот, то есть все прекрасно понимают, что это поджог Балтийского моря, это... Но это тяжело будет. Это будет очень серьезный удар, это серьезная история. К ней надо как бы очень взвешенно, рационально подойти, чтобы знать, куда идти. Однако, простите, пожалуйста, но без США это же будет невозможно. Да. Получается, что кто-то без США вот это планирует, разрешает с украинской стороной. Ну, Трампа опять предали, получается. Это понятно, это британская политика.
политика Британии, которая не согласовывает сегодня свои действия с Соединенными Штатами. Более того, во многих сферах Соединенные Штаты и Великобритания перестали сотрудничать. Например, они не сотрудничают сегодня в сфере обмена разведданными в рамках объединения пяти глаз, так называемого. Вот это первый момент. Великобритания еще в прошлом году, британские эксперты говорили о так называемой Северной войне 2.0, вот, согласно которой они хотели бы закрыть для России Балтику. Балтику они хотели бы представить как внутреннее море НАТО, в которое нет прохода для России, или же проход российских кораблей через Балтику под контролем государств НАТО. Это то, что называется в Британии «Северная война 2.0». Именно для этого в свое время Британия лоббировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Именно для этого сейчас провоцируется целый ряд действий в районе Балтики. Именно для этого взрывались северные потоки. И именно для этого, ну, давайте говорить откровенно, ну, запускались же эти дроны, которые летели в сторону Петербурга, в сторону портов на Балтийском море. Они же летели, эти дроны, не с территории Украины. Их же запускали, они же не летели над Белоруссией, они не летели над Польшей. Литвой, Латвией, Эстонией и так далее. Почему-то они падали в Финляндии, например. Их запускали из акватории Балтийского моря. Запускали из акватории Балтийского моря. Понятное дело, что Украина не могла этого предпринимать без согласования со своими партнерами по НАТО. Сегодня государства Балтии, а также скандинавские государства находятся под влиянием Великобритании. Именно Великобритания задает тон во внешней политике этих государств. И они выступают сегодня как ближайшие союзники Британии. И отсюда можно уже просто додумывать, кому это выгодно. Ну, так понятно, тут уже очевидно. 2 × 2 = 4. Конечно. Вопрос только, понимаете, когда ну, есть реальный расчет российской стороны, что Зеленского нагнут, а он не нагибается. Но это же тоже благодаря Британии. Тут Конечно. в конце этого месяца, вот мы сейчас 1 числа, а там тоже такой казус произошел, очень напряженно искрят отношения США и Британии, это видно, это прям четко видно даже по Зеленскому на Ближнем Востоке, который поехал, а это не понравилось американцам. Стармер этот, в хвост и в гриву его, как бы, да, то есть Трамп любит его вспоминать, в общем, Стармера. Но тут другой момент. В конце этого месяца Карл III отправляется в США. Это визит, там несколько дней, там Нью-Йорк посетит, потом поедет на выезде на свою какую-то там территорию, ну, на остров, да, какой-то там в районе Америки. Да, и то есть он, собственно, в общем, поедет к Трампу. Это 250 лет Америки, юбилей, то есть полгода готовились, там не говорили, и они там, мы не скажем дату, не скажем дату. Ну, а американская сторона возьми и напиши, что типа 27-30 апреля. То есть, получается, я просто логически рассуждаю, целый месяц будет штормить. Ну, пока они там до чего-то, к чему-то не придут. Или, в принципе, мы же видели, что Трамп приезжал к королю Карлу Третьему, ну и штормит уже как бы с этого момента. Ну, видите ли, на самом деле британская политика, она многослойная. Потому что британская политика – это не только визиты короля или же визиты там, президента к королю. Вот. Британская политика – это и сложная многопартийная система, и там, соответственно, политические игры вокруг правительства и парламента, консерваторы, лейбористы и прочее. Вот. Британская политика – это и очень серьезная деятельность спецслужб, особенно Ми-6. Скажем так, спецслужбы, британская спецслужба – это главный ресурс, основной ресурс, который есть у Великобритании, при помощи которого Великобритания является пока что еще Великобританией. Вот. Если будет уничтожена британская спецслужба или подорвано ее могущество, то с этого момента можно считать, что Британия превращается в рядового игрока и так далее. А так Британия именно благодаря своим сетям, сетевым возможностям, шпионским сетям, вот, особенно
особенно на Ближнем Востоке, особенно в Центральной Азии, особенно в районе Индостана и Индокитая, вот, она поддерживает свое реноме как крупного игрока. Вот. И Британия – это транснациональная корпорация. Транснациональная корпорация, которая подспудно влияет на ситуацию в мире. Это деньги Ротшильдов, это деньги там, крупных биржевых игроков и так далее. Поэтому британская политика, как многослойный процесс, она в этом отношении, она иногда какой-нибудь визит Карла III вот, может быть просто визитом. Константин Петрович, если мы уж так к геополитике, мы к Украине сейчас вернемся. Тут тоже очень много интересных заявлений и процессов. Что с Трампом происходит? Он говорит, что он победил Иран. Потом говорит, что все на мази, переговоры. Потом говорит, что Иран просил о переговорах. Иран говорит, мы не просили о переговорах. Потом говорит, что не нужен мне 300 лет ваш этот Ормус, да, Фу на него, на этот Ормус. Давайте, европейцы, а ну-ка, хотите, чтобы у вас не было? А проблемы сейчас, вот они начинаются, и как бы масштаб их на самом деле очень и очень серьезный. Если сейчас не прекратить бойню на Ближнем Востоке, бойню имеется в виду энергообъектов, и танкеров, и вот это все. То есть сегодня же опять атакован у берегов Катара танкер. Правда, там вроде как не вытекло ничего, но тем не менее. Так вот, летать не будет Европа. Ну, то есть керосин, авиационное топливо, дефицит жуткий, уже там часть рейсов поотменяли, уже там как бы прогнозируют, считают, смотрят разные компании, что вообще будет дальше. И вот тут Трамп говорит, покупайте у меня авиационное топливо или собирайтесь силами и отправляйте войска, разблокируйте силой Ормузский пролив. Ну и все как бы так развели руками, сказали, о, вот это Трамп выдал. Но проходят сутки, и Трамп говорит, будем бомбить Иран до тех пор, пока он не разблокирует Ормузский пролив. Это вот сегодняшнее. Сам Иран отвечает, что, в общем, не сдастся. Хаминеи пишет, ну или там на его страничке пишут, я решительно заявляю, что последовательная политика Исламской Республики Иран, следующая по стопам имама Хаминеи и мученически погибшего лидера, заключается в продолжении сопротивления против сионистско-американского врага. Нетаньяху подхватывает риторику Трампа, что уже Иран никому ничего не угрожает, а чем они будут там брать, пневматическими пистолетами. А солдатиков трясет на базах, то есть удары продолжаются. Вот такая вот картина, и она абсолютно какая-то вот такая мозаичная и нескладная. Вы можете из этих пазлов составить что-нибудь плюс-минус вменяемое? Не надо к чему составлять. идет? Не надо составлять, потому что Трамп, все его заявления, вот, вся история как раз президентства Трампа, она показывает, что Трамп фактически выступает в роли генератора случайных фраз, вот, которые не объясняют ни планы Трампа, ни стратегические задачи, ни действия. Поэтому судить необходимо исключительно только по действиям Трампа, по действиям в Соединенных Штатах, но ни в коем случае не по заявлениям Соединенных Штатов. Вот. Обращать внимание на заявления Трампа – это на самом деле не совсем, скажем так, достойное занятие, потому что они ничего ровно не значат. Он может за день сделать несколько взаимоисключающих заявлений. И он демонстрирует просто, что будет так, как он желает, по его желанию. Он не будет с кем-то там согласовывать. При этом институты в Соединенных Штатах действуют дальше, действуют, невзирая на то, что говорит Трамп. Они действуют по их запланированным каким-то правилам, вот, а Трамп просто создает определенную там, словесную информационную завесу над деятельностью этих институтов. То, что его послание европейским лидерам относительно Ормузского пролива, его можно расшифровать следующим образом. Да, я создал проблему. Я создал для вас проблему. Если вам не нравится эта проблема, вы можете ее решать. Вы можете подключиться к решению этой проблемы. Если же вам не нравится решение этой проблемы военным путем, вы можете покупать у меня нефть, нефтепродукты и прочее. У нас нефти есть достаточно. Соединенные Штаты как раз могут в любой момент расконсервировать добычу нефти. Вот. И тогда только цену буду устанавливать я.
Мгм. Это вот послание Трампа европейцам. И оба этих варианта европейцам не нравятся. Хорошо, к чему все идет? Все идет к тому, что Трамп может в любой момент сказать, что все, мы победили. Тем более вот это заявление Нетаньяху, которое фактически спровоцировал Трампа на войну, на боевые действия, попытка Нетаньяху выступить в роли уже того, кто решил, что дело сделано, в данной ситуации может тоже играть свою роль. Смотрите, Трамп очень бы очевидно хотел бы выступить в роли победителя еще до визита короля, а точно до своего визита в Китай, который запланирован на середину мая. Трамп точно не хотел бы, чтобы ситуация в Иране превратилась во второй Вьетнам для Соединенных Штатов или во второй Афганистан. Трамп точно не хотел бы доводить дело до, скажем, тех моментов, которые могли бы серьезно ударить по самому Трампу и по позициям республиканцев. И так, скажем, обвал сегодня позиции Трампа. И Трампа спасает только то, что ситуация в демократической партии еще хуже. Демократической партии. Да, все говорят, у Трампа обвалились показатели до 36, рекордных 36%. Вот. Никто еще такой антирекорд не демонстрировал. Но извините, пожалуйста, ни Ньюсом, ни Камала Харрис, никто другой в демократической партии не может даже близко подняться по своим рейтингам к этому показателю. Ну, что есть, то есть. Однако все понимают, что это лишняя как бы война, да, и Конечно, конечно. И поэтому ее окончание может, в принципе, привести к определенным плюсам. Плюс ко всему, потом будет празднование 80-летия Трампа в июне, потом будет 250-летие Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Соответственно, Трамп может еще в плане пиара, в пиаровском плане, еще отыграть очень многое, в том числе для республиканцев. ситуация с, противостояние с Зеленским. Как будет из нее выходить Трамп? Он говорил о том, что денежки отмывались. Причем сыну Трампа дает там журналист в подкасте интервью и говорит, что, ребята, есть у Уиткофа прям скрины переписок с USAID, как это все отмывалось, как это все прокручивалось. Есть конкретные люди, которые готовы свидетельствовать в Украине. Ну, тут, конечно, я думаю, что на руб ведро будет таких, если действительно там будет нужно Америке, Трампа. Но давайте откровенно. А почему к этому до сих пор не дошло? И идет ли в эту сторону? Потому что все карты, козырные карты не выбрасываются одновременно Трампом. Поэтому я думаю, что это то, что, как в Украине, все знают, что могут в любой момент быть запущены полностью пленки Миннича, точно так же могут быть запущены и разного рода документы, которые касаются USAID. Как вы думаете, Зеленский, он же там фигурант? Тут говорят, что, опять слухи, что вот сейчас за Шефера возьмутся. Тот, который бывший помощник Шефер, Зеленского. Вполне возможно, опять же, но где Шефер сейчас? И где за него возьмутся? Потому что вполне возможно, что он находится на тех землях, с которых выдачи нет. Знаете, раньше говорили, что с Дона выдачи нет, да? Теперь есть еще две реки, с которых выдачи нет. Дунай и Иордан. Это да. Дунай и Иордан не выдаст. Свинья не съест. Но хорошо. Тему с выборами вообще заглушили? Вообще опустили ниже плинтуса? Отложили. Почему? Отложили. Последние социологические данные, которые предоставили Зеленскому, показывают, что у Зеленского нерадужная картина на выборах. Зеленский может выиграть у нескольких кандидатов, выигрывает. Если во второй тур, а точно в первом туре победы не будет, особенно если будет контроль, серьезный контроль со стороны международного сообщества, особенно Соединенных Штатов. А так показывает моделирование второго тура выборов, показывает, что Зеленский выигрывает только потенциально у двух кандидатов основных. Это у Петра Порошенко и у Белецкого.
Вот. Он проигрывает Зеленскому, проигрывает Залужному, он проигрывает Буданову. Вот, так что в этой ситуации Буданову он проигрывает 8 пунктов, Залужному 12 пунктов. Вот, даже при некоторых раскладах он может даже не выйти во второй тур. Может быть ситуация, при которой Залужный и Буданов выходят во второй тур. Каким образом это сопряжено с, опять-таки, я перебрасываюсь на фронт, да? Тут недавно появилось интервью, позавчера вышло интервью с Сырским, так его прям вот такой, как к ране прикладывай. И мобилизация, говорит, я против этих методов. Но в глаза уклонистам бы, конечно, посмотрел. И Россия, она такая сильная. Ну, то есть мы не просто так вот это вот сейчас возимся, конечно. У них там есть превосходство. Зачем вообще это интервью? Это признак чего? Конца войны? Или... Нет, в данной ситуации Сырский, когда над Сырским начинают сгущаться тучи, он начинает давать интервью. Уже несколько раз было такое. Помните, когда Марьяна Безуглая начала требовать отставки Сырского, Сырский вдруг начал раздавать направо-налево интервью. Как только соросята заговорили, что давайте поменяем Сырского на кого-то другого, и начали использовать как таран Федорова, сразу же Сырский тоже начал давать интервью. Причем, что интересно, Сырский похвалил Россию, говорит, что вот сильная страна, сильная армия и так далее. И в это время, я читаю, в России время от времени появляется: да, украинцы умеют воевать, они показали, что они сила, их нельзя недооценивать. С одной бочки это разлито или что? Ну, нет, на самом деле это вот такие вот поступают. Нет, на самом деле обе армии показали, что они готовы воевать. И что самое интересное, что в Европе все чаще начинают говорить, что нам нельзя допустить, чтобы в ближайшие 10 лет по окончанию войны Украина и Россия не просто помирились, а чтобы они создали некий военный альянс. Потому что тогда, извините, Европе мало не покажется. Ну, так это если, конечно, запускать дроны и пытаться воевать с Европой. Ну, тут же, понимаете, тут как бы все говорят, что это какая-то сумасбродная идея, но когда выходит Корчинский и говорит: а давайте мы кредитов наберем, как собака-блох, и не отдадим, дефолт объявим. Ха-ха-ха, как классно. Да. Ну, знаете, я давно не комментирую Корчинского, потому что ради хайпа можно, знаете, чего угодно придумать. Корчинский известный перформансист и провокатор в интеллектуальном плане, и не только в интеллектуальном. Значит, очень интересно, что по фронту приходят свежие, скажем так, сводки, ну или подсчеты, да, вот Deep State. Российские войска в марте заняли на 27% территорий больше, чем в феврале. 160 квадратных километров, они пишут. При этом общее число атак почти не изменилось. Разница составила около 2%. Однако выросла эффективность. В сводке отмечаются увеличение массовости количества штурмовиков, действий штурмовиков, что позволило нарастить темпы продвижения. Основная нагрузка по атакам по-прежнему приходится на Покровское направление, 29% штурмов, еще 20% на Константиновском, 19% на Гуляйпольском. И в сумме на эти три участка приходится 2/3 атак. Наибольшее продвижение зафиксировано на Гуляйпольском направлении 24%. Ну и другие, скажем так, этот процентаж. Смотрите, как это вообще не вяжется с Зеленским, который в Буче вчера на саммите рассказывал: 89 тысяч погибших, ничего не добились. Бравада это неуместной, когда смотришь в цифры. Если посмотреть реально на ситуацию на фронте, она кого больше склоняет к тому, чтобы быть сговорчивее? В том-то и дело, что Зеленский не признает то, что происходит. Он демонстративно не признает. В феврале действительно было снижение темпов, но оно было вызвано, как говорят военные эксперты, погодными условиями. Аномальные морозы, соответственно, прочие моменты, которые не давали возможности, плюс ко всему там потом начались туманы и прочее, которые не дали возможности для продвижения серьезного или для каких-то успехов ни одной, ни другой стороне. Февраль
был фактически мертвым сезоном. В марте действительно началось наступление. Да, действительно, в марте была отмечена перегруппировка сил, появление новых кадров, новых лиц, новых людей личного состава на линии фронта со стороны России. И действительно началось медленное продвижение. И в меру того, как будут сейчас леса покрываться зеленью, в меру того, как будет подсыхать земля после зимы, это наступление может усилиться. Но Зеленский этого не хочет признавать. Понятное дело, что манипуляция цифрами, что у нас потерь почти нет, основные потери у России, что мы потеряли 30 тысяч, а Россия потеряла там 1,5 миллиона, да, как он говорит, вот, и каждый день теряет там какие-то неимоверное количество людей. Это все исключительно заявление с пропагандистской целью, вот, которые показывают, какие мы молодцы, какой у нас потенциал. Константин Петрович, ну потенциал-то хоть мягкими тканями жуй. Ну, прям много. Вот один Гордон чего стоит. Короткий фрагмент его общения с директором Firepoint. Ну вот красота, вот эти ракеты, это украинская баллистика. Лубянку нужно стереть с лица земли просто. Генштаб, Минобороны, Московский НПЗ, Алмаз Антей, что еще там, какой-нибудь Хруничева, там, Звезда, Стрела. Но вы улыбаетесь, вы что-то знаете, да? Они когда-то научатся перехватывать баллистику, но это будет когда-то. Первые должны зайти прям как дети в школу. То есть, ну, смотрите, это понятно, тут фрагмент, и он там радостный Гордон. Говорит, надо Лубянку стереть, там вот эти баллистику никто не может сбивать у россиян. Первые наши ракеты 850 километров дальности зайдут вот сейчас, вот уже скоро. Вот. Более того, Фламинго, вот все потешались и смеялись, а они сложили орешник в Капустином Яру. Прям выстрелили, сложили туда части орешника. Представляете, этот успех тоже об этом рассказывали. Да, это оказывается он, как его там, Штиллерман, ну, в общем, директор Фламиндича. И вот это вот все там показывают. Константин Петрович, фиолетовый луч? Да, фиолетовый луч. Именно фиолетовый луч в данной ситуации в чистом виде. Вот, именно фиолетовый луч и тоже абсолютно естественный пропагандистский трюк, который используется в любой ситуации. Знаете, в начале 1945 года в Германии распространяли информацию о существовании оружия Фау-3. Вот. Фау-1, Фау-2 было известно, а начали распространять, что вот Германия создала определенное оружие под названием Фау-3, которое сейчас вот действительно, мы его как применим. Даже в конце апреля 1945 года Гитлер считал, что у него есть такие ресурсы, которые под командованием генерала Венка сейчас не просто освободят Германию, не просто освободят Берлин, а они возьмут реванш и, соответственно, сейчас вот нанесут коренной перелом в войне. Это за несколько дней до своего самоубийства, говорил Гитлер. Да. Так вот, что касается... Да, он даже собственноручно нарисовал эскиз ордена Спасителя Отечества для генерала Венка, не зная, что Венк в этот момент сдавался в плен как раз. Вот. Что касается этой ситуации, которая сейчас складывается, для поддержания духа, вот, боевого духа, для поддержания определенных патриотических настроений. Вот, Дмитрий Ильич Гордон вот, готов нести любую чушь вот, наукообразную, вот, или же там некое подобие правды или еще что-то, вот, которое невозможно проверить. Да, мы разбили орешники, ударили по орешнике, а доказательства есть? Нет, ну какие доказательства у нас? Вот разбили орешник. Вот, или же там, что сейчас ударим по Москве. И он на протяжении 4 лет, он именно так и все преподносит. Вот, не знаю, так что на днях вот говорят, что у всех бывших советников Буданова, к которым относился и Гордон, забрали ксивы. Вот эти, которые... Которые, да, на острове. Вот, что у всех забрали ксивы, все это сдали ксивы. На острове сейчас, смотрите, сейчас у многих Эпштейн всплывает. Нет, я имею в виду, что остров в Украине – это не Эпштейн. Это сейчас это Иващенко.
Вот. Который к Эпштейну не имеет отношения. Это надо С пояснить, Боннибой. что на острове располагается, на Днепре, между Да. двумя Ну, скажем берегами. так, на самом деле это полуостров, просто его называют островом. Там располагается Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Поэтому в простонародье его называют островом. Вот. Чтобы не путать со службой внешней разведки, которую называют лесом. Мгм. Вот. И вот это не кодовое название, это простонародье. Вот. Остров, лес. Вот. Так вот, на острове, на острове вот, у бывших советников Буданова вот, у всех забирают ксивы. Вот, не нужны они Иващенко сейчас, эти советники. Некоторые, говорят, уже отправились воевать, уже их мобилизовали. Я не буду говорить, правда ли это или нет, но так говорят. А что касается Гордона, я думаю, что он получил другую ксиву вот, в других каких-то ведомствах. Мгм. Так а что с Будановым происходит? Подождите. Буданов возглавляет офис президента Нет, Украины. постойте. Это прямо это сейчас это очень важный момент сейчас. Я хочу это отметить. Особенно, Константин Петрович, а, Буданов нам рассказывает, что он вернулся с Америки с чем-то. Ну, Умеров, правда, не вернулся, в Турцию поехал там договариваться про обмены, про контакты. Ну, в Турции нужнее Умерову, скажем так, быть больше, чем в Украине. Он секретарь целый нацбезопасности, да, и обороны. Но Буданов, он говорит, что, в принципе, мы же ездим, процесс идет, все там почти договорились. Уитков пишет фантастика. Проходит неделя, выходит Зеленский и говорит, ни до чего не договорились. Америка требует отдать Донбасс. Почему он так подставляет? Ладно, там американскую сторону, то понятно. А Буданова, они же все рапортовали, что как классно мы встретились. Я буквально несколько минут назад говорил о том, что у Буданова вот, рейтинги Буданова приблизительно на 8% выше, чем рейтинги Зеленского. В этом причина. Конечно. Назначение Буданова главой офиса, Зеленский, назначая его, он хотел уничтожить Буданова как вероятного конкурента, политического конкурента. Это был первый главный мотив. Я не понимаю, зачем это было Буданову, но тем более согласиться на то, чтобы его ограничили в его действиях, потому что Буданов не стал Ермаком. Буданову не дали возможности назначить ни одного своего заместителя. Вот. Ему не дали возможности даже сесть в кабинет Ермака. Вот. Ему не дали возможности влиять на внутреннюю политику. Он не может сегодня, скажем так, добиться назначения или снятия того или иного губернатора, главы военной администрации, извините, и так далее, и так далее. Его главная задача, вот, это, кроме документооборота, визирование документов, это переговоры. И то визирование документов чаще всего проходит без него, потому что он все время в отъезде. Но это первый момент. Что касается самого Буданова, да, я уже говорил в самом начале программы, что с чем приехал Буданов. Буданов приехал с тем, что Соединенные Штаты сказали, что если вы не согласитесь на условия России относительно передачи Донбасса от России, то Россия выходит из переговорного процесса, и, соответственно, через год вы потеряете и Одессу, и Николаев, и Днепр, и Харьков. Вот. То есть это было сказано Буданову. Буданов это донес до Зеленского. Это то, с чем Буданов приехал. Плюс ко всему, украинская сторона предложила энергетическое перемирие очередное. То есть вы не бьете по нашим энергетическим объектам, мы не бьем по вашей Усть-Луге. Вот. И по другим вашим там, нефтеперерабатывающим предприятиям, портам и так далее. Вот. Вот это то, что было, то, с чем он вернулся. Заявление Зеленского показывает, что Зеленский откинул отбросил отверг ультиматум. Понимаете, просто кажется, это может быть не очевидная параллель. Это вот приходят новости, об этом судачили долго в соцсетях, но есть уже фотоподтверждение. Тот же Deep State публикует нам, как сожгли колонну, вот это скала, да, подразделение, по направлению к Покровску. Очень интересно, что там колонна, сожгли ее россияне, в общем, на подступах. У них есть информация у Deep State, что они даже не доехали до Покровска. И, ну, прям, короче, лютая история. Значит, россияне активно затягиваются
в соседнее с Покровском Гришино ведут попытки закрепления на северных окрестностях. Также паблик пишет, что армия России имеет полное доминирование FPV-дронами вокруг Покровска на этом направлении. Результат: потеряны 2 БМП, 1 танк Абрамс. Это вот пишет конкретно Deep State. Это, смотрите, это то, что принято считать плюс-минус проверенной информацией. У меня тогда возникает вопрос. Смотри, ну, вроде же это ж Скеля же все, 425-ка. Но они ее вот бросают туда вперед, вот эта колонна, и давайте, едьте. Ну, то есть, абсолютно... И тут нам Сырский рассказывает, как он там хочет, чтобы мобилизация улучшилась. Понимаете? Абсолютный какой-то бардак. Бардак в подходах, бардак в понимании того, что ты делаешь. Если ты обороняешься, куда ты бросаешь эту колонну? Ее же сожгут. Это же ежу понятно. Но, тем не менее, это делают. Если ты знаешь, что переговоры безуспешны, ну... Давай Буданова туда, Буданова, а что Буданов, да? Ну, то есть, с Умерова как с гуся вода. То есть, вы понимаете, абсолютно бросается ресурс, силы не на войну, не на какие-то там решения, не на оборону, не какие-то моменты, не для страны, а для того, чтобы уничтожить эти силы и резервы. Конечно. Конечно. Буданова бросают на переговоры с двойной целью. Если только Буданов... Если переговоры проваливаются, все вешается на Буданова. Мол, неопытный переговорщик, все провалил, ни до чего не довел и так далее. Вот. И Буданова снимают с должности. Если только Зеленский принимает решение уступить Донбасс, вот, принимает вот в последний момент, тоже все вешается на Буданова. Мол, вот видите, это же он в ходе переговоров сдал Донбасс, это вот, а могли бы и не сдать, хотя Буданов, он же действует исключительно в рамках директив, которые определяются офисом президента, которые определяются лично президентом. Вот. И он не может от себятину там подписывать или от себятину нести, он исключительно в рамках директив работает. Но очень удобно вот, взять такого себе мальчика для битья, сделать из него. Да уж, скажем так, позорище еще то, в плане подходов имеется в виду, потому что тут вроде как все должны быть едины, нам все рассказывают, что мы должны сплотиться вокруг идеи, там, защиты Родины, а эту Родину просто сливают кусками в своих интересах. Вы помните слова, я очень часто в ходе этой войны вспоминаю слова шведского драматурга Аугуста Стринберга, который еще в XIX веке сказал, что если государство хочет отнять у вас жизнь, оно начинает называть себя отечеством. Ну да. Значит, что важно? Я еще одну хочу тему с вами рассмотреть, да, и потом подведем итоги опроса, перейдем к вопросам зрителей. Их много. Спасибо, друзья, что пишете. Поставьте лайк, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому прямому эфиру. Значит, эта тема мобилизация. Она дошла до какой-то критической точки за ту неделю, пока вот мы с вами не встречались в эфирах. Это, конечно, ужас. Я не хочу повторяться, но каждый день это что-то новое. Бьют ТЦКшников, бьют ТЦКшники, стреляют, режут, колют. В общем, все происходит. На улицах хаос и бардак. И этот хаос и бардак продуцирует конкретно власть. Конкретно власть. Вот сегодняшняя история, разошедшаяся в Одессе. Чтобы всем было понятно, белая машина, она пытается уехать. Один бус с одной стороны, другой бус ей переграждает дорогу и, внимание, таранит, а ТЦКшник палкой бьет вот это вот, херачит прям, вот, бьет, это ж даже слова не передает, прям по этой машине. Палкой, битой. Понятно, что тут ни машины, ни жалко, ничего. Но это делают ТЦКшники. Они в масках. Они могут зайти в рабочий автобус, вытаскивать за руки, за ноги. Они и так далее. Но цинизм этой ситуации, Константин Петрович, я бы хотел оценить прям целым рядом вопросов к тем, кто представляет украинскую, да, и, скажем так, и власть, и, внимание, інтелігенцію. От Веніславський прийшов к Влащенко. Дві ключові задачі досягнуто найближчим часом під час реформування системи мобілізації. Перше – це
уникнення будь-яких конфліктних ситуацій. Тобто не може бути порушення прав людини, не може бути вихід за межі повноважень представників ТЦК СП, не може бути ситуації, коли вони виконують свої дії з оповіщення, там, зручення повісток без бодікамер, тому що ми в 24-му році прийняли закон, який зобов'язує всіх представників ТЦК СП бути оснащеними бодікамерами для того, щоб якраз такі конфліктні ситуації розглядати в комплексі, а не висмикнуто з контексту, як дуже часто це буває. І по-друге, що мобілізація була справедливою. Тобто, щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилось жодного чоловіка призовного віку, а в місті Києві, Одесі, Харкові чи там в інших містах великих України життя протікає мирним чином і жодного відчуття, що війна повномасштабна у багатьох молодих людей, які є потенційно військовозобов'язаними, немає. Тому Ну, он, конечно, простите, идиот. Вот только что Одесса, а он говорит, вот на Западной Украине нет села, где без мужиков села оставались, а в Одессе, Харькове, в Киеве, в крупных городах, вот смотрите, сколько мужиков. Типа там уже выгребли всех, а тут никого не трогают. Тут никого не трогают. И никто же ничего, там, Влащенко гривой машет, все хорошо, депутат, он же до этого правильные вещи говорил. Мне вообще-то напоминает, как вот это, я журналист по образованию, нас учили пропаганду, как ее лепить. Лепить. То есть прям пришел преподаватель, взял 2 разных пластилина и лепил. Тут 20%, смотрите, вот это, а вот это уже давай. И ты вот это лепишь. Это сверху лепил. Такой как бы практикум был, да, это как бы такой типа тренинга, да, нам показывали студентам. Это же так и есть. Он рассказывает, нет, нельзя, вот это вот все, балаклавы, издеваться. А потом говорит, что в Одессе, видите ли, себя вольготно чувствуют все мужики, в Днепре, там, в Харькове и так далее. А больше всего поражает элита. Элла Либанова вышла. Элла Либанова. Человек, который демографией занимается. Мобілізація – це абсолютно нормальний процес в країні, яка не просто воює, вона бореться за своє існування. Мобилизация – абсолютно нормальный процесс страны, которая борется за свое существование. И продолжает. Є різні війни. Давайте відверто про це говорити. В нас зараз така війна. Це перше. Друге. Чи хотіла б я, щоб мій онук воював? Моєму онукові сьогодні 8 років. Не хотіла б. Чи буде він воювати? Боюсь, що так. Я бы хотела, чтобы внук воевал 8 лет. Не хотела бы. Будет он воевать? Боюсь, что будет. Константин Петрович, у нас некому дать отпор. Законодательный, интеллектуальный. А физические люди как могут вот это вот справляются этой беде. Почему так? Этим вопросом я сам задаюсь. Потому что, вы знаете, например, даже если бы сегодня здравые силы хотели бы выступить, например, с некой платформой, с некоторым заявлением, некоторой идеологической позицией, им негде выступить. В Украине ни одно издание их не публикует, их голос. Ни одно издание. В Украине ни одно издание не решится резко пойти против власти. Партия войны сегодня оккупировала все, практически все площадки. Те, кто выступают за мир, сегодня не имеют шансов выступить с какими-либо заявлениями, кроме удел. Это Telegram и YouTube. Два пространства, где они могут выступать, их все равно там душат, их все равно пытаются там давить их слово, их пытаются каким-то образом ограничить, ввести определенные санкции, заблокировать. Я говорю многим оппозиционерам, вам не нравится то, что происходит в Украине, объединитесь и сделайте хотя бы определенную платформу, определенную площадку, с которой можно было бы вещать, чтобы народ мог слышать альтернативную позицию. Типа телеканал «Дождь»? Да нет, хотя бы сделайте сайт. Телеканал «Дождь» – извините, это пример того, как не надо действовать. Почему? Потому что коэффициент полезного действия, коэффициент полезного действия «Дождя» 0,0.
Нет, ну правда, смотрите, а давайте так тоже, вот с этой стороны, с этого ракурса, ну подождите, есть много обиженных на украинскую власть, убежавших, уехавших, есть за границей, но там есть какие-то ж эти олигархи, которые там это все им создали, и как-то там, какие они, это другой вопрос, там, выруси, или вот эти белые бежавшие, там, ну по-разному сейчас там сравнивать, но стойте, там хоть какую-то инфраструктуру, они, правда, конечно, смешные там на этом дожде, как бы, но тем не менее, понимаете? Ну, там, хоть что-то создано, а что в Украине Извините, создано? дождь- А если ничего не создано, я просто мысль доведу до конца, если ничего не создано, то получается, то все нормально. А сбежали кто? Трусы, пророссийские, предатели и негодяи. Поэтому єднаймося, гуртуймося, Зеленский найкращий президент. Да. Смотрите, в чем проблема дождя? Дождь регулярно рассказывает о том, какой плохой Путин и как плохо жить при Путине. Мгм. Вот. Но они не создали до сих пор концепцию России без Путина. Какой будет Россия без Путина? Только в общих там чертах. За все хорошее против всего плохого. Я когда-то на первых порах даже смотрел там некоторые программы, я пытался найти зерно. Да, критика, но критика не может быть просто огульной, она должна давать какое-то еще предложение. А вот именно такой вот определенной концепции, концептуального видения будущего России, там, ну, извините, ну, даже если что-то проскакивало, то очень так невнятно. Вот. Что касается Украины. Вот большая проблема всех тех, кто себя относит к оппозиции, вот это то, что они тоже рассказывают, готовы рассказывать о том, какой плохой Зеленский, вот, но они не хотят задуматься над тем, какой будет Украина без Зеленского, какой должна быть Украина без Зеленского. Кстати, это одна из главных задач, которые я ставлю перед собой, перед своими курсами, вот, чтобы совместными усилиями вот как раз добиться понимания того, что делать, каким должно быть завтра. Вот эти смыслы, о которых я говорю, это как раз именно смыслы для Украины завтрашнего дня. Вот. Но это я не хочу сейчас заниматься рекламой. Сама реклама, это тем более, что я не семипядей во лбу, и понятное дело, что необходим коллективный разум в этом плане. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодня. И смотрите, это вот просто параллели, которые напрашиваются. Я понимаю, что не надо тут писать, что понятно, что дождь, он где-то слякоть, ну, это я понимаю. Это с комедии хорошая шутка, хорошая была миниатюра, но вы же видите, какое кривое отражение большого зеркала, маленького в друге. То есть, да, у нас же тоже выходят и говорят, те, кто уехал, не имеют права голосовать. Те, кто там еще что-то, ну, это всю пургу гонят. Да, те, кто против Зеленского. Да, потому что читайте Конституцию. Вопросы дискриминации, вот, по любому из признаков, они, в принципе, недопустимы, согласно Конституции. А еще, если уже говорить про дождь и про Украину, так, если говорить про российскую оппозицию, украинскую оппозицию, главная задача российской оппозиции – это подыгрывать Западу, подыгрывать западным вот, транснациональным корпорациям, глобалистам и всем прочим вот, в их борьбе против Путина. Задача украинской оппозиции, точнее не задача украинской оппозиции, а Запад не дает украинской оппозиции выступать против Зеленского. Там задача можете сколько угодно кусать, критиковать и так далее. Здесь задача ни в коем случае не навредить Зеленскому. Ну да. Подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Так, на кого кто давит больше? 6% Россия на США. То, что Зеленский сморозил на Буче, саммите. 23% США на Украину. 29% США на Европу. Представляете, по мнению аудитории, США на Европу давит сильнее, чем США на Украину. Ну и 42%, что Украина давит на Европу. Деньги, давай деньги, нефтепровод «Дружба». Дошли уже до того... Слушайте, я вообще не удивлюсь, если это украинцы прослушивают для Сиярта с Лавровым, если это вот все, да? Ну, подождите, а почему не пускают Еврокомиссии, которую неделю сидят они в командировке, как бы в ус не дуют, потому что им же надо отправиться как бы дружбу посмотреть, а Украина не показывает дружбу. Европейцам, союзникам. Что прячут? Почему прячут?
А Украина Знаете, их жмет, выжимает, то дай срок, когда мы вступим в НАТО, в ЕС, то дай еще, то дай денег, то дай кредит. Он Урсула перед нашим эфиром, он буквально, вот смотрите, 1,8 миллиарда выделяют из российских денег. Ну, то есть не 90, конечно, но 1 с копеечкой выделили, подкинули деньжат, все хорошо. Знаете, относительно прослушек Сиярта, венгерский язык не самый распространенный. Не, ну, с Лавровым Нет, видишь, не понятное дело, что не они общались по-венгерски, не на да. венгерском языке, но если говорить о том, что где наибольшее количество специалистов, которые могут прослушивать венгерский язык, то возникает вопрос, это либо Сербия, воеводина, непосредственно, либо украинское Закарпатье, либо румынская Трансильвания. Вот. Так что выбор невелик. Откуда могут прослушивать разговоры первых лиц венгерского государства? Ой, извините, пожалуйста. Уважаемые зрители, сейчас еще одна новость, и потом перейдем к вашим вопросам. Ой, так. Значит, Зеленский. Вот. Состоялся хороший разговор с представителями президента Трампа, Виткофом и Кушнером. К звонку тоже присоединился сенатор Грэм и генсек НАТО Рютте. Договорились о постоянном контакте команд для усиления документа по поводу гарантий безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Именно это может проложить путь к надежному завершению войны. Спасибо. Какие гарантии? Он же на прошлой неделе еще говорил, что если Украине не дадут ядерное оружие, то это уже не гарантия. Вот. Так что в данной ситуации мне даже сложно представить, что ему гарантировали. Я просто, понимаете, нас же подчивают уже который месяц этой историей. Какой хороший разговор, как мы хорошо договорились, держим контакт, на связи, мы постоянно, партнеры, мы там фантастические переговоры, фантастический раунд. А потом в один прекрасный момент он выходит, вываливает и говорит: о, все, нам сказали отдать Донбасс, переговоры безуспешны. Это же тоже его слова, я цитирую Зеленского вот на днях, ну, вчера, по-моему, или даже сегодня в интервью каком-то. Переходим к вопросам, уважаемые зрители. Спасибо большое, что их оставляете. Начнем с сообщества YouTube. Поехали. Вот такой вопрос. С Александра начнем. Константин Петрович, добрый вечер. Многие украинские историки считают Данила Галицкого основателем первого украинского государства. Но в его биографии имеются весьма интересные факты. 1240 год. Киевский князь, он оставил город на разорение монголам и убежал в Венгрию, чтобы заручиться помощью западных партнеров. Несколько лет спустя, оценив силы сторон и перспективы, отправился в Золотую Орду посмотреть Батыю в глаза, стать на колени и договариваться о мире хоть с чертом лысым. Договоренность с чертом лысым сработала, позволив Даниилу сохранить свою власть, свои земли, большинство населения. Имя Даниила Галицкого овеяно славой, о нем сложены летописи. Вопрос: почему Зеленский не берет пример с него, а с лузера Петлюры? Потому что Зеленский не знает историю, во-первых. Это первый момент. Второй момент. Не стоит переносить реалии 13 века и политические традиции 13 века на век 21. Это второй момент. Ну и говорить, что Даниил Галицкий основатель первого украинского государства, это, наверное, будет преувеличением. Он был, все-таки оставался удельным князем, который, по некоторым данным, получил корону от Папы Римского и именовался королем. Но говорить о том, что он может быть идеальным образцом для подражания в 21 веке, ну, знаете, да, это была выдающаяся личность. Для века 13-го выдающаяся личность. Ровно так же, как выдающейся личностью был его младший современник Александр Ярославович, прозванный Невским. Вот, это были и еще несколько личностей, можно назвать, и Михаил Черниговский. Вот, это три таких столпа, вокруг которых вращалась история вот, первой половины и середины 13 века.
Но в целом говорить о том, что переносить, некритично переносить их деятельность на 21 век, вот, ну, понятное дело, что это не совсем правильно. Ни с А, исторической, ни с политической точки зрения. Так, Небензя в ООН рассказал о том, что русские и украинцы один народ. В ответ Мельник рассказал о том, что с 1000 лет назад на территории Москвы квакали лягушки. После этого выступил представитель Монголии и напомнил уважаемым коллегам, что в течение 200 лет и московские лягушки, и киевские князья платили дань наследникам Чингисхана. Как вам такой вариант заседания в ООН? Да, знаете, что касается вот этого расхожего мема, который запустил Алексей Гончаренко в свое время, что там на месте Москвы лягушки квакали, когда на территории Киева был уже огромная столица была и так далее. Но знаете, я думаю, что его можно рассказать, например, жителям Нью-Йорка или Вашингтона. Вот Да. они тоже с пониманием отнесутся. Так что это такое. Надо кичиться не своей древностью, а кичиться своими возможностями, силами и влиянием, которые наблюдаются сегодня. Андрей, откуда берутся гении, такие как Платон, Декарт, Тесла, Архимед и другие? Можно ли назвать легендарного царя Соломона гением? Кто из ныне живущих вы назвали бы кого гением? Или все-таки правы философы, говоря, что мышление умерло? Да нет, мышление не умерло, гении рождаются. Гении, которые умеют концентрировать мысли, которые могут рождать новые мысли, новые видения, они, в принципе, рождаются в каждом веке. Сейчас есть большое количество людей, которые продуцируют идеи. Другое дело, что эти идеи всегда воспринимаются меньшинством. Большинство попросту живет вне этих идей. Идеи обычно обсуждаются в очень узком кругу. А потом уже по прошествии 100 лет или там 50 лет благодарные ученики начинают формировать пьедестал для своего учителя и формировать легенду вокруг своего учителя. Поэтому, вы видите, через 50 лет будут некоторых людей, которые живут в наше время, которые являются мыслителями, будут тоже превозносить на пьедесталы. Вот, и говорить о том, что вот какие гениальные люди жили в начале 21 века, а вот видите, в конце 21 века таковых нет. Мгм. Значит, вопрос. Многие, в том числе Александр Константином, Николай пишет, говорят об окончании войны и ждут этого. Но если предположить, что в самом деле в ближайшее время произойдет подписание каких-то соглашений, остановка боевых действий, но при этом сам Зеленский останется у власти, либо заменится кем-то другим, но режим его, идеология, в принципе, не изменится, реализуется ли на Украине идея военного реванша перед Россией? Если да, то через какое время? И может ли Украина за это время найти себе военных союзников, готовых выйти на поле боя? С уважением. Найти военных союзников, готовых выйти на поле боя, будет достаточно сложно. Военный реванш будет в любом случае, как мы видели это после Первой мировой войны, как мы видели это в других конфликтах. Всегда существуют те, кто не готовы смириться с поражением. Вот. Они могут формировать боевые, террористические и прочие организации, которые будут работать не только против России, но и будут работать против украинского руководства, которое будет обвинять в коллаборационизме и соглашательстве, капитулянстве. Так что все это будет, это все придется пережить. Вот. А что касается завершения конфликта на определенных полутонах, там, когда нет четкой победы, то, извините, пожалуйста, в России тоже будет большое количество тех, которые будут недовольны подобного рода завершением конфликта. Их существует сейчас очень много, которые после каждой нашей программы, когда мы говорим про мир, говорят, да что вы там мелите? Какой мир? Воевать, 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 пока не возьмем Ужгород, пока там не дойдем до ЧОПа и так далее. Да. Значит, следующий вопрос. Добрый вечер, Константин, Александр Петрович, Александр Петрович. Украина не выдает России списки погибших в Буче, потому что это все не так однозначно, спрашивает Алексей. Это не так однозначно, потому что Буча должна быть символом, и в которой должно быть очень много недосказанного. Буча
это и трагедия, с одной стороны, и с другой стороны, это миф. На сегодняшний день Украине выгоден миф о Буче, вот, а не расстановка всех точек над «и» в трагедии Бучи. Ну, в принципе, тут вопрос Юрия из Германии, вы на него ответили тоже. Стороны обвиняют друг друга, много несостыковок, таких как у множества жертв завязаны руки, многие лежали вдоль дорог, странные позы, много различных странностей, пишет Юрий из Германии. Ну, вы знаете, много, но я просто как бы... А вот Майдан. Точно так же. Ну, вот опубликовали эту небесную сотню. Да. Открыли, пригляделись, резкость навели, а там кто-то погиб от того, что там задавило его трактором майдановец майдановца, другой там вообще в другом конце города напился, третьему укололи какую-то анестезию от чего-то, да, и тут как бы и умер. То есть, ну, это не та небесная сотня, которую там, помните, Конечно. все носились? Ну, вы понимаете, тоже, опять же, нужен был миф. Вот. Да, есть трагедия, а есть миф вокруг этой трагедии. Почему власть, которая пришла после Майдана, вот, она первым делом уничтожила все улики, связанные с расстрелом так называемой Небесной Сотни? Елена, здравствуйте, Александр, Константин. Скажите, пожалуйста, каким ресурсом, на ваш взгляд, Европа собралась воевать? Сами европейцы будут воевать или они рассчитывают на беженцев, которых у них много? Но ведь беженцы как бы убежали от своих войн. Почему должны воевать за Европу? Почему на это рассчитывают европейцы? Воюют обычно граждане того или иного государства. Беженцы не являются гражданами, например, Германии, Франции, Литвы, Латвии и так далее. Они беженцы. Да, есть определенный механизм там, создания иностранных легионов, как это во Франции. Но в других государствах этого механизма нет. Поэтому, скорее всего, будет просто поставлен на поток вот, процесс, если, не дай бог, война, будет поставлен на поток попытка вовлечь, привлечь, скажем так, некоторых беженцев в качестве наемников. Здравствуйте. Почему демографический фактор не учитывается для окончания войны? Неужели это не интересует наше правительство? Или, может, так задумано, ограничить количество населения под новую реальность? Ну, вот эти демографические моменты, связанные с ограничением количества людей на той или иной территории, они попахивают, с одной стороны, определенными экспериментами первой половины и середины 20 века в Европе, а с другой стороны, конспирологией откровенной. Но как-то, знаете, как по прошествии времени любая конспирология становится едва ли не реальностью. Конспирологией мы называем то, что не можем доказать документально. Значит, Константин Петрович, Елена Морозова спрашивает, идет борьба за ископаемые ресурсы? Вопрос, уже говорят потихоньку о нехватке воды, у нас сильно подорожала вода. Борьба за пресную воду еще впереди, с уважением, из Германии. Еще в 90-е годы, были 80-е, 90-е годы, некоторые западные эксперты говорили о том, что в 21 году будет, в 21 веке будет остро стоять вопрос пресной воды и вопрос как раз противостояния, глобального противостояния за ресурсы пресной воды. Вот. Так что, ну, видите, некоторые пророчества начинают сбываться. Сегодня ПЦУ, пользователь пишет, объявила о праве собственности на бренд УПЦКП. Праве на Владимирский как собор, как второй кафедральный храм. Депутаты Волынской облгосадминистрации проверки воскресных школ УПЦ инициировали. Исторический Свято-Вознесенский храм в Демеевке в Киеве готовится властями к переводу незаконному в ПЦУ. КП Константин Петрович, как историк, мог бы провести исторические параллели с большевиками и современными украинскими националистами, но тоже антицерковным террором получается. И если можно, про наследие Филарета, как-то все очень печально, особенно пренебрежение его завещанием. Знаете, ПЦУ, безотносительно, как я отношусь к той или иной конфессии, но я наблюдаю на протяжении вот последних 8 лет, 7-8 лет, вот ПЦУ действует абсолютно рейдерским способом, не только относительно УПЦ, но и относительно УПЦ-КП.
Вот. Вопросы законности, этики и прочее, они попросту не стоят перед иерархами ПЦУ. Вот. И это касается не столько самого предстоятеля Епифания, который, извините, но так и не стал авторитетным духовным отцом там, для своей паствы. Вот. Там другие люди заправляют. Совершенно другие люди, которые в том числе пришли из других конфессий. К патриарху Филарету они относились с уважением определенным. Вот. Они понимали, что трогать старика нельзя. Вот. Но, извините, я думаю, что никто не ждал так смерти Филарета для того, чтобы продолжить свои рейдерские деяния, как представители ПЦУ. Почти по Пушкину, значит, почти как Евгений Онегин ждал смерти своего дяди. Так, вот такой вопрос, Константин Петрович, тоже интересный. Согласно, Людмила пишет, декларации Зеленский, Пышный, Марченко, Буданов одалживали деньги государству Украина, покупали ОВКЗ. Константин, скажите, а эти высшие чиновники работают на нашу страну или страна работает на них? И кроме того, все они воспользовались зимней поддержкой. Неужели нет конфликта интересов? Спасибо, берегите себя. Есть, но вы знаете, что на самом деле расследование подобного рода конфликтов интересов происходит только после смены власти. Вот. До тех пор, пока люди находятся во власти, они находятся вне расследований со стороны правоохранительных органов. Вот. Как только поменяется власть, как только придет некто другой, сразу же начнут расследовать существующие и несуществующие вопросы. Помните, как Юрию Луценко инкриминировали то, что он там то ли квартиру как-то выписал неправомерно своему водителю и так далее, то есть было очень много таких моментов. Нынешняя власть, она дает большее количество поводов для преследований в будущем, чем предыдущие формы. Светлана из Черкасской области пишет, такое впечатление, что Путин неожиданно помог Зеленскому взойти на вершину славы и топтаться там, и уже это не исправить. Жалко, что он влез в историю. Что скажете? Роль Путина в приходе Зеленского к власти и к тому, как Россия помогла Зеленскому превратиться в диктатора, возможно, вне желаний самой России, еще следует изучить. Зеленский во многом копировал Путина. И Лукашенко копировал на том или ином этапе. А потом решил, а чем я хуже. В целом, я думаю, что Зеленский – это не только результат определенного разочарования народа в Майдане и постмайданной деятельности, но и результат, скажем так, недоработок или же определенных иллюзий сильных мира сего за пределами Украины. Угу. Так, значит... Вот такой вопрос еще. Ну, смотрите, Юрий пишет, почему мы, братские народы, не выступить в совместном обращении Путину и Лукашенко к украинскому народу, хотя бы с 5-10 тезисами про проект Украины после мира, после заключения мира. Не о ТЦК, а о экономическом распределении стран общей автономной юрисдикции, совместной безопасности, социальной поддержке, вариантах амнистии, участия в войне, например, условное наказание, реализующееся при враждебности в уже мирных условиях. В общем, направили бы заботы и гарантии детства, реализации молодого поколения, спорт, отдых, познавательные экскурсионные программы, прочее, про жизнь. Понятно ведь, что поствоенная Украина не выживет без поддержки и буксира. Запад не предложит развития от слова абсолютно, поэтому это и надо сделать Путину и Лукашенко, дать как бы рацио, надежду и проектное развитие в рамках 3 стран плюс. Уверен, что такое обращение с регулярным повтором ускорило бы перезагрузку с анти на совместное созидание. Что вы об этом думаете? В нынешних условиях в Украине абсолютно не действует рацио как такое. Вот. Апелляция к
уму, к логике, к какому-то здравому смыслу, вот, она абсолютно не действует сейчас. В нынешних условиях действуют эмоции, действует популизм и действуют лозунги. Вот. И этим пользуется Зеленский. То, что предлагает слушатель, извините, или зритель, вот в данной ситуации можно отнести именно к рациональным моментам. Вот. Это действует на 10% населения максимум. Большинство будут просто-напросто это все высмеивать, оплевывать, будут, в принципе, говорить о том, что вот да с кем-то можно говорить, да что это такое и так далее. Вот, и Украина сегодня – это продукт все-таки постмодерного социума, украинское общество. Там не действует именно здравый смысл. Заглянем в чат трансляции. Игорь, здравствуйте, Константин Петрович. Почему в честь скифских царей, победивших персов и македонян, не названо ни одного города или улицы? Они воевали за нашу землю. Они недостойны? Почему их память забыта? Я уже шутил по этому поводу, что поскольку все они были ираноязычными, а Иран сегодня относится к врагам Украины, все они тоже будут отнесены к оккупантам. Как это? Я понимаю. Деиранизация. На самом деле это ираноязычность, североиранские говоры, которые сейчас более характерны для осетинского народа и так далее, а не для, собственно, Персии, Ирана. Вот. Но все равно как бы... Нет, на самом деле история вещь такая, достаточно интересная. У нас же используют историю в прикладном ее варианте, где необходимо не историческая, реальная историческая подоплека, а необходима определенная трактовка, определенное, скажем так, определенное переосмысление истории с целью привлечь ее на сторону политиков. И чем ближе история, тем больше она привлекается для этих работ. Так, значит, вопросы очень интересные. Спасибо, друзья. Очень стараемся отвечать. Но я всех приглашаю на канал Костя Бондаренко. Он периодически делает эту рубрику «Вопросы и ответы». Поэтому, ну, это важно, потому что все, конечно, не охватить вопросы. Но спасибо вам большое за то, что пишете. Давайте еще парочку. Сегодня новость проскочила, что Зеленского номинируют на премию мира. Это первоапрельский розыгрыш, спрашивает Роман. Скорее всего, первоапрельский розыгрыш. Но что касается номинации, ежегодно номинируют десятки человек. Вот. В принципе, почему бы там не появился Зеленский в свое время? В 2012 году, например, номинировали на Нобелевскую премию мира Юлию Тимошенко. Да. Вот. Да, в 2012 году. Она не получила, она в то время сидела в тюрьме, но премию мира тогда получила президент Либерии. Вот. Так что, ну, Юлия Тимошенко там побывала в числе номинантов. В тюрьме? Да, в числе номинантов. Так, значит, Донбасская Криворожская республика была провозглашена на 1 месяц раньше, чем УНР, и вошла в УССР затем. На каком основании Украина что-то требует, плюс декоммунизация подарков? Ну, про подарки не понял, ну, я понял. Ну, в принципе, ясен. То есть, смотрите, мы берем УНР как как государствообразующее, проектообразующую историю, Петлюру, там УНР, короче. Там можно по-разному относиться ко всем участникам. Крушевский вообще стал советским академиком. Ну ладно. А вот правда, Донбаско-Криворожская республика, она же как бы на месяц раньше. Не, ну в 1917-18 годах было провозглашено большое количество, в 1919 году было провозглашено большое количество государственных образований на территории Украины. Большое количество. То, что потом в Москве решили, что Донецкая Криворожская республика не должна развиваться как отдельный государственный организм, а необходимо усиление единой украинской Советской Социалистической Республики. Вот это было решение определенное. У Украины не было, как считал Ленин, достаточного количества пролетариата. Поэтому пролетариат Донбасса мог бы усилить пролетарские настроения, пролетарскую основу в будущей Украине и так далее. Из этого исходили.
А что касается других республик, знаете, у нас сегодня практически никто не вспоминает про Галицкую Советскую Социалистическую Республику 1920 Да, года. чего, кстати. Да, а сколько было еще других таких республик? Да. Вот, поэтому, да, благодаря братьям Корниловым вот, про Донецко-Криворожскую республику сегодня знают. Вот. Особенно благодаря Владимиру Корнилову, который написал книгу известную про Донецко-Криворожскую республику. Они их знают. Я не А знаю, сколько было еще я не по безымянных... Корнилову, я по историю учил, извините. Вот, да. Я просто, поэтому... Владимир Корнилов просто он действительно издал монографию в Харькове в Нет, свое время да, еще. но смотрите, я знаю, что была, и какая она была, и как она была, то есть, ну, потому что учили мы в школе, понимаете? Ну, то есть... Кстати, тот же Сергей Артем, вот, он же, будучи пламенным сторонником Донецко-Криворожской республики, буквально через год начал говорить о том, что необходимо вот, значит, поддержать украинские там, те-то украинские там веяния, потому что вот развели тут кацапство, значит. Так, Влад интересуется. Спроси, пожалуйста, Константина Петровича, какое число и дата будет стоять в билете на следующий поезд Киев-Москва. Ясно, что не знаете, скажите приблизительно, а мы запомним, и мы вам потом вспомним. Не знаю, но вы знаете, это не такой простой процесс, потому что одно дело – это примириться, вот перемирие, например, представили. Потом, соответственно, за перемирием должно последовать возобновление консульской работы между Россией и Украиной, вот, дипломатических служб. Дальше необходимо, чтобы Укрзалезница начала переговоры с российскими железными дорогами, вот, и так далее, для того, чтобы возобновить это сообщение. Но это возобновление сообщения железнодорожного возможно не раньше, чем произойдут межправительственные переговоры о нормализации отношений. Поэтому это не такой простой и не такой скорый процесс. Что это за приговор, запрет на въезд на 50 лет через Шереметьево? Почему об этом молчат? Это трагедия Есть для такие, людей. более того, Елена у меня знакомая, которая является уроженкой Донецка, вот, которая жила в Донецке, которая абсолютно аполитична, без всяких объяснений получила запрет на въезд в Донецк, на въезд в Россию до 2050 года. Только потому, что у нее там брат, ну, скажем так, занимает не ту позицию, которая нравится кому-то. Да, он не воюет на стороне Украины, ничего, ну... Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний наш разговор, за сегодняшнее общение. Благодарю каждого, кто написал, кто откликнулся, кто поставил лайк, кто присоединился. Константин Петрович, и вас тоже благодарю. Не только Спасибо. за то, что у вас спина не зеленая, а я за время и мысли. Да, спасибо большое, взаимно, и всем всего самого наилучшего, всех благ и хорошего настроения, несмотря ни на что. Весны уже хочется, да, такой настоящий, сумасбродный где-то, ну, в хорошем смысле этого слова. Март пережили, ну, треть позади. Апрель, май впереди, ключевые месяцы этой весны, а много на нее надежд. Пускай все сбудутся.